сейчас схожу в магазин, который прям возле нашего перекрестка находится. Пойду посмотрю, что там есть. Хлебушка здесь полно. Но я уже купил. Нужна зеленуха. Какие-то есть овощи, фрукты, но мне нужен Магданос. Я не вижу здесь. Яблоки, гляньте, какие прикольные. Слушай, я, наверное, куплю такие черные. Немножко сейчас возьму. Мне нужен Магданос, а его здесь нет. Давайте идем на жезлонге ляжем. На жезлонге ляжем? Да, теньке было. Мы сегодня... А, да, тенек. Единственное, что это самое. Мы с тобой часто лежим в теньках. Обычно мы в море купаемся все время. Потом выходим, обтираемся и идем домой. Мы сегодня опять из мамы идем купаться. Долго не будем. У нас я на 2 часа записан в поликлинику, поэтому покупаемся часик и домой. Ну, это все совсем покупаться и переодеться и пойти обратно тоже. Машин куча, смотри, стоит, да? Вот много машин здесь вот стоит. И там много машин будет, а людей нету. Люди где-то все попрятались. И вещи висят. А сейчас жарко, ну, как, собственно, всегда летом было и сейчас продолжает быть больше 30 градусов. Поэтому никто не высовывается. Елочки-иголочки. Бассейны пока налиты. У нас до воскресенья сказали, что бассейн будет еще открыт. Но мне кажется, уже вчера вот прям в охотку наша соседка пошла и искупалась. Надо спросить у нее, понравилось или нет. А вот здесь бассейн сухой уже. Маленький, а большой с водой. Там тоже большой сухой. Большой, вот здесь большой бассейн сухой уже стоит. А маленький у них тоже какой-то он почти полупустой все время. Почти все время полупустой. Да, он тоже сухой вообще. Уже какие-то коврики сушат тут они. Они сразу сухие. Да? Да. Вот как-то так. Что там? Я на воздухе не до асфальта дотронулся. Горячо? Очень. Эх, вот мы дошли, ни одного человека не встретили. Дошли до моря практически. Стой, лови его, догоняй! Там справа фотография. Вон дедушка идет какой-то, да? Шабака спит вон там. Шабака за машиной. Вот уже прямая. Вон она блестит, морюшка. И машина даже вот промчалась. Набережная пустая пока что еще. Пляжа тоже не очень много народу. Буквально здесь парочка, там парочка. Вода достаточно мутная. Не знаю, пойдем он крайний жезлонг займем. Это не наш, по идее, но обнаглеем. Сегодня хотя бы в море кто-то купается. Вчера никто не купался, мы одни купались. Сегодня мы быстро, сейчас окунемся раз-раз и домой. Скажу свои впечатления от купания в море 15 сентября. 15 сентября на Средиземном море купаемся мы сейчас. Снаружи очень жарко. Ну, 31, 34, наверное, градуса может быть. Сейчас полдень, я думаю, что 34. В море очень тепло. Где-то под 30, ну, 27, 28 градусов тоже температура воды. Потому что очень комфортно в воде. А вот выходить, когда из моря, вот тут дуют такие свежие ветра, что некоторый дискомфорт испытываешь от этого. Возможно, что мы еще привыкнем. А заходить проблем нету. Ну, точно так же, как обычно, немножко остыл и зашел. Как-то так. Мы сейчас быстренько искупались.
Еще есть дел много на сегодня. Так что Михаил сейчас еще немножко поиграет, и пойдем в сторону дома. Вон он дорвался до моря, до песочка. Вот. И сегодня еще надо будет сгонять делать прививку эту антиковидную. Как это? Чипироваться. Да. Ладно. Сейчас чуть-чуть посохнем, вытащим Мишу за шкирку из воды и пойдем домой. Нет, 100% Накупались. Вот они, пляжники. Загорать не успели, позагореть, то есть буквально мы сколько минут побыли. Час. Мы сейчас вот идем домой, время еще час не наступил, час дня. Ну, в общем, в целом мы где-то час провели на пляже. Да, Михаил? Вот. Михаил больше всех в воде провел. Мы так искупались. Да, мы искупались и на берегу побыли, чуть-чуть посохли. А Миша там уж оторвался. По полной программе. Молодец. ага. Так что идем домой, сейчас купаемся. Вы своим делом заниматься. А я скоро поеду вакцинироваться. Вакцинироваться? Как мы это самое. Сейчас сидим вот с Олегом разговариваем. Кстати, гляньте, какая лодка стоит здесь вот под тентом. Во дворе. Мы сидим, говорим, вот да, типа они беспокоятся, что мы заразим соседи наши. А ведь же может так получиться, что ну, эта же прививка не дает там железную гарантию. И так получится, что они нас заразят, например. Вот. Стой, Миша. Собакин? Тогда пойдем по этому, по тротуарчику по этому. Может также получиться, что они... А, она в тенечек перешла. Молодец, собачка. Она лежала в стороне. Не надо, Миша, не надо ее дразнить. Почему? Потому что это собачка, неизвестная тебе. Ой, Аютенька. пошли на левую сторону, там тенек. Сейчас мы пройдем с собачкой, пойдем в тенек. Все, пошли. Пошли, да, давай. Миш по нише. Здесь по ночам, вот в этом комплексе, который сейчас мы подходим, вот этот комплекс, у них там собачка привязана во дворе, на парковке. И она ночам ей видно грустно, и она гавкает. Гав-гав-гав, гав-гав-гав, гав-гав-гав-гав. А ты что, я слышал? А вы тоже слышите, когда спать ложитесь, ее гав-гав-гав-гав-гав. Я думал, что ты из нашего комплекса. Нет, тут есть какой-то дядя с собачкой живет. Но мне кажется, это вот эта собачка лает, потому что ей, ну, вечером скучно, может быть страшно, ночью темно. И она подгавкивает чуть-чуть. Как-то так. И мы тоже поговорили, вот начали разговаривать. А вдруг наши друзья где-нибудь заболеют и нас заразят. Представляете, как они же тоже будут, я думаю, расстроены, если так произойдет. Что если мы от них заразимся. А если мы будем вакцинированы, то шансов у нас заразиться будет меньше. Поэтому, ну, в принципе, логика есть в их словах. Такая вот история. Сегодня схожу, сделаю прививку, расскажу, что как. Потом, там сколько, 21 день. Вон та собачка, вон в глубине двора. Потом расскажу ощущения. Впечатления. Так что так. Я уколы боюсь страсть. У меня от уколов в любом случае это место укола болит, потому что я каменным таким становлюсь. Я не могу расслабиться. И поэтому у меня будут немножко искривленные данные, но плюс-минус все равно. А что, тебе больно? Нет, мне откуда-то это из детства неприятное такое ощущение. А нам в детстве некоторые там плакали. Машина едет, постойте. На самом деле это просто иголки чуть-чуть побивают. Забирают кожу. Забирают кровь. Или вставляют, всасывают и вытаскивают.
Мне тоже губернию делали. Да, а просто еще знаешь, какая штука, А Митя? тебе куда Сейчас, будут делать? Сюда? не знаю, раньше были иголки толще и больнее были эти уколы. Вот, из-за этого, из-за того, что более примерно толстые. какие? Ну, они визуально такие же были, но по другим технологиям готовились, и поэтому были более толстые. Поэтому было больнее их уколы делать. Да. В общем, максимально себя взбодрил. Сейчас искупаюсь и пойду съезжу. Да, тут это называется домашний доктор, который делает это. Ну, видно, не он, а медсестра. Приехал я здесь в наш районный Арпать-Бакшиш медпункт. Ну, здесь есть аптека на трассе, и прямо рядом с ним стоит здание, медицинский медпункт. Написано, что справки всякие делают они. Ой, справки, уколы там от всего на свете. Здесь же есть еще домашний доктор, можно к нему записаться, он там по всем вопросам первоначальный прием может провести, а потом отправить к другим врачам, если требуется это. Вот. Сейчас я выйду снаружи, тоже сниму, просто я спешил, я в притирку приехал. Вот. Буквально написал на листочке, как меня зовут, дату и роспись. И все. И спросили, первая доза или вторая. Ну, бир или кит, можно понять. Собственно говоря, и все. Поэтому сейчас сказали, он дальше ДКК 15 минут посидеть на лавочке. Сейчас посижу 15 минут, да поеду, там дела кое-какие у меня есть еще. Такая история. В общем, тут вот укольчики делают. Небольшая есть какая-то. Здрасте, здрасте, запишите. Само здание совсем маленькое. Его если показать, сейчас я специально отойду чуть подальше, чтобы видно было. Вот здесь вот так она называется. Эрдемли Арпать-Бакшиш Алис Салиги Меркези. То есть это как пункт первой помощи. Вот здесь какие-то есть еще время работы. Видимо, это... Вижу, что вот понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Суббота, воскресенье здесь вот никаких записей, этой таблицы нет. Это рабочие дни она работает. Там вот какие-то даже часы работы с 8 до 12 кто-то работает и так далее. Ладно, это на трассе. В принципе, идти пешком недалеко. Можно с Арпать-Бакшиш дойти пешком. Это находится... Что здесь рядом еще находится? Рядом здесь аптека. Вот. Аптека. Она на трассе здесь единственная неповторимая. Эджане. Вот это аптека. Рядом с ней находится вот это здание. Трехэтажное. Все, в принципе, медицинские дела все на первом этаже. Остальное, видимо, что-то еще занимает. Ладно, я поехал дальше по другим делам. Всем здоровья. Что как будет, расскажу. В общем, укол сделали не больно. Ничего пока что вот на данную секунду не болит. Прошло 10 минут, сказали посидеть в этом на лавочке, что я и сделал. Вот, в принципе, все, поехал дальше. Буду сказать, медсестра, кто делал укол, сказала, говорит, если что-то будет болеть, примите парацетамол. Все. Больше никаких рекомендаций нет. Заехал в гроссери. Оля попросила тарелки купить для кукси. Вот бокалов здесь вообще проблем нету. Всяких, видите, с такими ножками, с сякими и с эдакими. И вот такие, и вот рюмахи есть, знаете, вот прям рюмка. Да, вот Diamond вверху написано. Разные, вот смотрите, тоже с веточками каких-то прикольными. Вот фужеры под шампанское явно. Это похоже на чай бардак, да, так и написано. Какие-то вот кувшинчики есть. Не знаю, для чего это. А вот с тарелочками. Так, пошли вот под масло всякие штучки. Разные, смотрите, какие ассортиментище. Контейнеры разных полно. Всякие пепельницы, шмепельницы. Вот такие бутылки, просто куча. А, вот чашки этих футбольных команд. Галатасарай, Фенербахче, Бешикташ. А, вот есть Мерсин чашка.
А мне нужны тарелки. На этой стороне тарелок нету. Есть зато всякие пакеты. Сейчас в пакетах посмотрю. Оля заказывала какие-то маленькие. Короче, там закончилось. Здесь началась уже одежда. По этой стороне хлеба, всякие ведь сухофрукты. Здесь гроссери все. Чукава. Вот какие-то акции тоже есть, видимо. Тапки, шлепки, пляжные принадлежности. Детские в основном. Не в основном, а все детские. Скакалка какая-то. Ну, в общем, а тарелки нету нифига. Не нужны людям тарелки. А, вот опять это. Мантышница. Видите, только здесь в чем треугольные отверстия для мантов. Вот эти маленькие-то, конечно, ни о чем. Это вот тоже маленькие, маловато чуть-чуть. Здесь какая-то косметика, шампуньки, книжки. Ой, книжки эти. Газеты, господи, забыл название, как называется. Так, что, пойду еще тарелки поищу. Здесь нету. Здесь химия бытовая. В основном. Здесь опять химия. Здесь я был, здесь рюмки, контейнеры, тарелок нет. Так, здесь что у нас? Здесь что для детей? А, дети и напротив туалетная бумага. Здесь шоколадки. Здесь шоколадки. О, здесь алкоголь есть тоже. Ну вот видите, ценник на алкоголь какой. Кстати, цены одинаковые. Вот мы купили Беллс ровно по этой же цене, 164,90. Я уже смотрю третий магазин, и везде цена одинаковая. То есть я так понимаю, что эта цена регулируется, возможно, государством. Как сигареты, знаете, там рекомендованная цена, и возможно, что на алкоголе здесь то же самое. Макарошки, масло подсолнечное. Нету. Так, а там что в углу стоит? Пойду посмотрю. Но это как будто одноразовая посуда. Здесь чая вот много всякого. Вот такой мы сейчас пьем чай. Вот этот неплохой чай. Он крупнолистовой, классно заваривается. Не дешевый, 121,59, видите. Органик, Месопотамия, чай. Интересно. Чемпион дорогой чай, короче. Вот это, не знаю, что это за чай. Написано все по-арабски. А, вот здесь есть где-то и турецкие надписи. Черный чай написано. 100% черный чай. Откуда? Цейлонский чай. Короче, Махбуба Ти. 45,10. Надо попробовать как-нибудь. А, чемпион. У нас вот такой чемпион. А еще вот такой чемпион есть. Тоже дорого. А, такая же цена, одинаковая абсолютно. Ладненько. Кофеек, чаек таких. Фруктовый есть. Сахарок. Мед, вареньки. Кстати, варений никаких тут прикольных нету. А, это пекмес. Это не варенье, это пекмес. Тахин, пекмес. А, вот внизу. Инжировое варенье 18,30. Так. Так. Интересно. Я покупал за 7 с чем-то, но я покупал значительно меньше банк. Так, карадут есть 15,90, 770 грамм. А это сколько грамм? Килограмм. 18,30. Сейчас я скалькулирую и пойму. А, розовое варенье. Смотрите, карадут, розовое, кайси, инжир, вишня и клубника. Надо посчитать. Действительно, это выгодно получается. Цена вот на 18,30, да, получается, за килограммовую банку.
инжирового, вишневого, клубничного, абрикосового. Потом это карадут, блин, забыл. Тутовник и розовое варенье по 18,30. Я посчитал, я до этого по 7 с чем-то покупал 380-граммовую баночку, а здесь получается килограммовое выгоднее покупать. Я пересчитал, если бы я то варенье тут покупал бы, она 20-ку стоила, это 18,30. Так что можно взять, в принципе. Что я сейчас и сделаю, вот это вот инжировое я возьму варенье. Вот. Остальное все переживем. Просто выходишь с магазина, а здесь гранаты висят на дереве. А, вот это инжир. Единственное, там на инжире что-то уже нету ничего, видимо, ободрали. А вон там в глубине яблоки. Клево. Но я в гроссере в итоге, что хотел, не купил, поеду дальше. А вот смотрите, что я сейчас где остановился. Это маслина. Или оливка. Здесь внизу валяется ягода темная. Вот я поднял. Это та самая маслина, да, которая маслинового цвета, черная. Вот так она зрелая выглядит. На вкус, я думаю, что невкусная она будет. Ее как-то же солят там, как-то готовят. Я брошу в корзинку, не знаю, смысл есть, нет ее пробовать. Мне кажется, что не имеет смысла. Поеду дальше. Я остановился, здесь несколько инжировых деревьев здесь по дороге. И вот олива одна большая стоит. Ну их обирают, потому что я гляжу, люди останавливаются, обирают им оливу и ягоду черника или что это такое, не знаю. Тоже останавливаются, собирают многие. Я все еду вдоль трассы, достаточно еще какое-то время мне ехать надо. Будет до Мигроса. Мигрос сразу с козырей пошел. Тут есть несколько предложений. Яйца 23,90, 30 штук 16,90, йогурт. Так, и сыр какой-то, курочка. Мука по 16,90, она 19,90 стоит обычно, на 3 лиры дешевле. Муку, наверное, надо купить, потому что идет очень хорошо. Пойду сейчас схожу быстренько в Мигрос и дальше поеду. В принципе, дальше уже домой. В Мигросе и майки всякие продаются. Не знаю, вот ценники какие-то есть. 41, 41, 59. Что это? На что это цены? 23, 39. Вот здесь наклейки. 41. Очень тяжело понять. Мука. В общем, все акцизное, вот оно стоит здесь на входе. Если я телегу не взял, ну ладно, я сейчас пойду найду тарелки, а потом приду муку возьму, или же муку брать не буду совсем и куплю ее на районе. Вот, пойду. Это я в большой Мигрос пришел, здесь такой большой магазин. Ассортимент всякий. Алкоголя здесь много. В принципе, если кто там любитель, в Турции вы знаете, что просто так не прикупить алкоголь. А вот в Мигросе его много, а вот в ММ Мигросе даже можете повыбирать. Так, я пришел в тарелки. Но это не то. Есть плоские тарелки, а мне нужны глубокие. Салатники они еще называются. Так. Туалетная бумага, крышки, кастрюльки, банки. А вот суповых чашек нет. Не едят в Турции суп из чашек. Не понимаю, что делать. Чашки, кружки не нужны. Собственно, вот они тарелки. Вот они плоские, здесь топочка небольшая, да, стоит вот справа. Внизу какие-то вот квадратные тарелки. А вот нормальные глубокие тарелки здесь нету. Вот внизу какие-то лежат в коробке. Сейчас я посмотрю, что это такое. Вот прозрачные есть тарелки за 44. Сейчас мы вот эти посмотрим, вот этот набор.